Здравствуйте, товарищи инопланетяне и земляне! С вами Кицуне Плей, и это игра Stellaris, стрим с веб-камерой кустарного производства в виде телефона. Так, мне сообщение пришло, надо отключить его немножечко. Так, звучание проверим. Так, звук готовый. Сегодня я буду играть в Stellaris, пошаговая стратегия. Не просто Stellaris, а Stellaris с модами, да. Так, чтобы сказать еще, чтобы такое. Короче говоря, буду играть на самой сложной сложности. Это будет долго и, наверное, может быть весело. Ага. Так, новая игра. Сообщений никаких нет. Ну ладно. Так, Империя Тормис. Я тут посоздавал кастомных цивилизаций, нормально все. Надо еще кое-что сделать. Сохранить. Сохранить. Назад. Вот, теперь точно. Империя Тормис. Выбрать. Сложность 600 звезд. 4 спиральных рукава. Расположение государств, конечно же, случайно. Досветовые и предразумные цивилизации. Ну, X2 пусть будет. Гиперкоридоры X1. Немножечко уменьшим их. Заброшенные врата. Стоимость технологий X1. Стоимость традиции X5. А тут будет пусть X1.5. Логистический потолок роста. Все это есть. Бури середина игры, вероятность бури конец игры, ну тоже X1 пусть будет, или даже X1.1. Потом тяжесть кризиса, конечно же, X25 и государство на максимум. Развитый ИИ, чтобы было сложно, пусть будет 9 штучек, от 4 до 9. Угасшие империи пусть будет от 2 до 4. Так, тип кризиса, случайность, сложность, госадмирал. Давайте. Вот. Гросс-адмирал. И получает колоссальные бонусы к экономике, исследованиям и вместительности флотилии. Ага. Нарастание сложности выключено. Измененный модификатор сложности. И что это у нас такое? Так, общегосударственные экономические модификаторы всех государств под управлением ИИ умножаются на бонус сложности. Например, технологии увеличивают добычу минералов от горнодобывающей деятельности на 20% на сложности госадмирал. Плюс 40. А давайте включим. Будем страдать. Определяется, насколько задратом будет исследовать технологии в зависимости от выбранного уровня сложности. Сильнее влияет на передовые технологии. Повышение этого параметра усложнит игру, особенно на более высоких уровнях сложности. А давайте. Хотя не. И высокая агрессивность. Режим, ну, воля, конечно же, стальная. На начало игры, по-моему, пусть будет 1 буря. Середина игры 5. Тут 8. Ну, короче, все же зашибись. Так. Не, это слишком муторно будет. Так прикольно все смотрится.
Такс. Какой там у нас этот, а? Ну, как обычно, 720 пикселей. Значит, HD не будет, да? Так, несколько столетий назад мы обнаружили таинственное сооружение в нашей Солнечной системе. В силу темной окраски и металлического вида оно получило название «Черная корона». Ее величественные присутствие оказало значительное влияние на наше общество, объединив нас духовно и дав общую цель. Космические полеты стали приоритетными для нашего научного общества, и погоня за этой технологией дала нам ряд крайне полезных открытий. Черная корона оказалась неактивной, но мы усвоили важный урок. Важна не цель, а само путешествие. И теперь, благодаря манящей черной короне, наша раса обладает всем необходимым, чтобы отправиться вперед к звездам. Предупреждение, предупреждение, предупреждение. Я это предупреждение видал? Нет, да, подтвердить настройки. Так. Так, какую технологию бы выбрать? Ага. Так. Скорость планетарного строительства. Сколько? 391 месяц. Я понял. Ой, не. Так, а ну-ка. Да, конечно же. Чудно. Так, сразу изучаем ближайшие системы. Наши бесстрашные научные сотрудники столкнулись с невероятной опасностью в своем стремлении исследовать галактику и раскрыть все ее секреты, которые она может предположить. Наши корабельные инженеры работали вместе с нашими учеными, чтобы найти решение этой проблемы. Мы верим, что наконец-то получили ответ. Исследовательский крейсер — это большой, боеспособный научный корабль, предназначенный для исследования новых миров и поиска новой жизни и новых цивилизаций. Нашим ученым более не придется бояться ужасов пустоты. Ага. Технология получена. Ага. Такс. Тут у нас вот... Что тут у нас? Разрушенный дозорный комплекс. О, хорошо. Хорошо. Хорошая вещь. Хорошая. Так, свойства. Ага. Так, население. Но в принципе... Это что у нас? Рейнджер. Специалист. В принципе, планетарное производство хватает. Хватает. Ага. Так, скорость выполнения программ совета. Содержание указов нет. Стабильность. Давайте стабильность. Так. Изучение происходит полным ходом. Городонабывающие районы максимум +2. Так, без малейшего предупреждения таинственные инопланетные врата в нашей родной системе вдруг ожили. Артефакт спудил энергетический импульс, и на краткий миг в центре структуры появилась сияющая и мерцающая сфера, похожая это наследие древней цивилизации, такой уж и
инертную, как мы думали. И хотя врата были открыты всего пару секунд, это хватило, чтобы через них прошел космический бусер. При ближайшем рассмотрении эти камни и пыль оказались ценным ресурсом. Так. Ну, пока на ранних этапах игры тут особо делать Блокировка клетки очищена. нечего. О, археологические раскопки. Империя Тормис гудит от новостей о недавно найденных останках инопланетных существ. Их можно считать решающим доказательством осмысленной и целенаправленной деятельности пришельцев. Когда-то в прошлом, возможно, сейчас мы по-прежнему одни, но теперь мы знаем, что не первая разумная раса в галактике, да и не последняя. Много, короче, всего. Так, наши недавние встречи с инопланетными формами жизни подогрели интерес к старым спорам о том, как нам подходить к первому контакту с потенциально разумными инопланетными цивилизациями, перенеся этот вопрос в ряд насущных. Хотя некоторые настаивают на скорейшем установлении дружеских отношений посредством отправки миролюбивых сообщений, другие рекомендуют соблюдать осторожность, поскольку мы не знаем, нет ли у пришельцев дурных намерений на наш счет. Было бы неразумно без необходимости раскрывать им подробную информацию о нас. Третья, более радикальная группа настаивает на превентивных действиях. Ну да. Будем соблюдать осторожность. Звездная система занесена на карту. Так, звездная система занесена на карту. Строим тут фортпост. Блокировка. Так, в какой-то момент галактические истории в системе мергать. В какой-то момент в галактической истории в Солнечной системе Мерга, очевидно, существовала обширная орбитальная инфраструктура невероятных масштабов, которая с тех пор систематически разрушалась. На геостационарных орбитах большинства планетарных тел системы есть крупные скопления мусора, в том числе массовые островы некоторых космических станций. Крупнейших из них представляет собой колоссальный дозорный комплекс. Наше первоначальное сканирование показывает, что в рабочем состоянии датчики этого комплекса были настолько мощными, что охватывали всю галактику, выдавая результаты в реальном времени и в реальной жизни. Великолепно. Эта система должна быть нашей, только нашей. Теперь мы знаем известно, что процветающая биосфера не хочу я их изучать. Одну секундочку, пожалуйста. Council agenda ready. Строительство завершено. Строительство завершено. Эвохокаторы указывают на наличие некого неопознанного объекта в атмосфере этого газового гиганта. Конечно же, исследовать. О, так-то лучше. Так. Построить добывающие станции. Программа Галактического Совета, бескрайние исследования. Поддержание порядка. И вновь древний
Короче, врата проснулись, но на этот раз из них выскочила какая-то фигня. Косморожденная форма жизни обнаружена. Космическая амеба. Атакуем вражеские суда. Амибу минус амеба. Космическая. До сих пор лишь... Эх, как печально. Народный избранник. Так. На сходящей орбите вокруг газового гиганта Мерга-3 был обнаружен искореженный звездный крейсер. Вероятно всего, он погрузился в атмосферную планету в отчаянной попытке уйти от преследователей, однако был раздавлен давлением. Корабль находился слишком глубоко, чтобы могли его извлечь, однако поверхностное сканирование дало нашим инженерам массу полезных информаций. Ага. Когда у нас, блин, технологии по 100 месяцев изучаются, это вообще нормально. Стабильность, счастье, скорость строительства кораблей. Скорость строительства кораблей, давай. Так, свойства Строительство убираем. завершено. Вот это вот. Ага. Кицуны группами наблюдают за кометой, летящей по небу планеты Темидия. Появление этого одинокого, выдающегося объекта привело к неизмеримым душевным страданиям, и теперь Кицуны хотят, чтобы заверили их о том, что они не одиноки. Они убедительны, что это знак изоляции и раскола. Гражданские предприятия. Замечена комета. Счастье минус 5%. Исчезнет через 5 лет. Комета, это всего лишь комета, это всего лишь космическое тело. Чё вы? Блокировка клетки очищена. Какая стоимость операции? Найдена аномалия. Так, при картографировании поверхности этой луны мы обнаружили странный горный массив в южном полушарии. Не похоже, что он имел естественное происхождение. Исследовать. Так, раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Космическая база. Вторая верфь. Такс. Наши ученые обнаружили нечто чудовищное. Просканированный ими горный хребет оказался скорлупой гигантского яйца. Неизвестно, какая громадина могла отложить подобное яйцо и какой ужас может выполниться из него. Изучите его издалека. В чем проблема-то? Дракон космический появится, а мы его потом приручим. Да, я практически в нижнем рукаве нахожусь. Строительство завершено. Так, построить научную станцию.
Нужно еще один корабль научный строить, явно. Строительство. А я не завершено. понял, а чё это отдельно строится? Строительство завершено. Звездная система занесена на карту. А чем они отличаются? Я не понял сейчас прикола. Нет, на флотилия нужна. И вновь врата активированы. На этот раз это длилось доли секунды, но этого хватило для перехода. Неопознанный металлический объект, невероятно... Неопознанный металлический объект на невероятной скорости вылетел из портала и пронесся сквозь систему. Прежде чем наш сенсорам удалось получить данные, объект столкнулся с одной из планет нашей системы. Мы должны скорее изучить место... Ладно, окей. Так, а ну-ка, бегом изучать верхние свои атмосферы. Такс. Содержание района. Изучить систему. Изучить систему. И изучить систему. Ресурсов мало. Работы мало. Все у нас хорошо. Построить, построить, построить. Ага. Что у нас там с технологиями? А технологии потихонечку идут. Это будет долго. Найдена аномалия. Небольшая территория на поверхности Луны Акхубане-3 усеяна впечатляющими сооружениями, которые так и просят, чтобы ими занялись археологи исследовать. Так, нужно построить новый форпост. Бетельгейзе. Да что вы говорите? Тут есть тропический мир. Так, сооружения на Луне Акахубене не такие старые, как мы поначалу решили. Это что-то вроде площадки для игр или парка развлечений. Ведущий ученый Прима Канталия отмечает, что многие механизмы являются чрезвычайно сложными творениями, благодаря которым мы можем узнать много нового, и что для инопланетных строителей эти постройки могли быть ультрасовременной матрицей датчиков или даже гигантской арт-инсталляцией. Так или иначе, мы, Кицуне, воспринимаем все это главным образом как место, где можно отдохнуть с детьми. Строительство завершено.
Новости о гигантском существе, найденном в темной пустоте космоса, распространяются по всему государству как чума. Некоторые относятся к этому с интересом и удивительным оптимизмом, но большинство испытывает экзистенциальный ужас. В исторических документах этот день будет отмечен как имеющий огромное значение. Мы всего лишь пылинки в большой-большой вселенной, которая бесконечна, кстати. Сначала добывающие станции, потом научные, хотя наука у нас в приоритете. Мы получили слабый сигнал с поверхности этой планеты, судя по всему, ее источник навигационный маячок исследовать. Так, что у нас в журнале? Искусственная конструкция диаметром несколько тысяч километров в поперечнике хорошо видна с орбиты планеты Лисевин-2. Судя по форме, в ее центре расположено что-то важное. Показания датчиков с орбиты не содержат ничего особенного, поэтому необходимо более внимательное изучение. На поверхности есть гигантские иероглифы Лисвин 4 вроде. Очень похожие на круги на полях, но вырезано на самой поверхности. Определенно что-то стоит исследовать. Да, определенно. Ну да, это обнаружили, которые. Небольшой коротковолновый передатчик был обнаружен на поверхности планеты Бетельгейзе-4. Судя по всему, это древний геометрический знак, которым много веков назад здесь пометили крупное месторождение драгоценных металлов. Шахтеры, которым предназначался сигнал, очевидно, так и не прибыли из залежа по-прежнему на месте. Хорошо. Так, нам нужен еще один строительный кораблик, чтобы распространяться на 2 фронта. И 2 квартета. Так. Планетарное тело Испирия-5, похоже, покрыто каким-то сероватым веществом, обладающим странными свойствами и неоднородным металлическим составом. Исследовать. Разумный металл. Тут помимо стандартных DLC-шных ресурсов есть еще модовые. Строить научные станции, построить космическую базу Форт-Пост. Так, нужно построить колониальный корабль, не хватает 99 сплавов. Так, энергетический магнат. Энергокредиты от видов или же минерал? Конечно же, энергия. Энергии много не бывает. Строительство завершено. Так. Ну, тут население потихоньку растет, и пусть дальше растет, пока необходимости рабочего класса. То есть пока работы не будет. Так, у нас произошел первый контакт с загадочными чужаками системы Яваковой. Мы называем их чужаков. Пока не узнаем о них побольше, есть ли у них язык, мы должны расфашивать его и понять, насколько значительную угрозу они представляют. Огромную, просто немыслимую. Новости об инопланетных кораблях, рокочущих в пустоте, достигли планеты Темеди. И на этом в основном была завершена первая глава книги о претензиях государства под названием Империя Термис стать звездной державой. Так, посол, а ну изучай, кто это там, какой ксеноморф прибыл к нам. Если что, пошлем спецотряд XCOM. Как показали наши приборы, эта луна излучает некий необычный сигнал. Это длилось всего мгновение, так что нельзя исключить какой-то внезапный сбой оборудования. Однако тут может крыться и нечто иное. Если будет время, этим стоит заняться. Конечно же, исследовать. Строительство завершено.
Такс. Построить добывающие станции, построить добывающие станции. Надо за время наблюдения корабля Калип магнитное поле Луны Сайдзуно претерпело полную инверсию. Вследствие этого редчайшие события магнитного полюса Луны поменялись местами. К счастью, наши корабельные датчики все зафиксировали, и ученые получили массу ценной информации. Так, после подробного анализа ведущий ученый Вописк Вольцен сообщил, что странное металлическое вещество, покрывающее поверхность планеты Спирия-5, на самом деле состоит из триллионов нанитов. Это микроскопические самовоспроизводящиеся механизмы, возможно, созданные какой-то цивилизацией прошлого в неизвестных целях. Этот нанитный слой имеет феноменальный объем и плотность, добавляя миллиарды тонн массы к находящейся под ним планете. Судя по всему, когда-то давно эти крохотные саморепликаторы вошли в состояние стремительного растущего воспроизводства, поглотив планету и все, что на ней было. При изучении нанитов экипаж сделал несколько захватывающих новых открытий, которые, несомненно, помогут нам в наших собственных исследованиях. Технология получена. Да ладно, технологию одну изучили. Скорость выполнения программы совета плюс 5. Скорость изучения аномалий. Давай это. Так, чтобы нам... Надо подумать. Добывающая станция производит плюс 10. Фабрика переработки облаков туманности. Или металлическая. Наверное, вот это. 73 месяца, 40. Ну. Ладно. Короче говоря, чем больше нас научный потенциал, чем быстрее будем изучать всякие технологии. Построить космическую базу Фортпост. Древнее строение. Мы обнаружили некое массивное космическое сооружение, тихо дрейфующее на краю системы Харамут. Согласно данным, предварительное сканирование этой конструкции очень стара, но при этом имеет мощную энергетическую сигнатуру. Несколько конструкций поменьше зависли возле основного сооружения, на всех, похоже, установлено тяжелое вооружение. Если мы хотим узнать истинную природу этого древнего реликта, то нам, скорее всего, придется подавить его защиту силой оружия. Косморожденная форма жизни обнаружена. Найдена аномалия. В верхних слоях атмосферы этого газового гиганта происходят мощные бури. Возможно, их следует изучить более подробно, исследовать, конечно же. Так, я не понял, а куда мой кораблик делся? Убили, что ли? Строительство завершено. Да. Испирия 2 отличается частными и чрезвычайно мощными атмосферами бури. С орбиты в любое время можно увидеть не менее десятка штормов, скорость ветра в которых зачастую превышает 700 метров в секунду. Причина возникновения этого является совершенно неочевидна, если исходить из климатической модели планеты. Наши ученые хотели бы изучить эту аномалию подробней. Так, сначала колониальный корабль. А потом научный корабль. Второй. В последнее время... Политика, еще раз Идите нафиг, политические фракции. Мы уловили сигнал неизвестной природы. В нем улавливается некая закономерность, которая может свидетельствовать о его рукотворности. Нужно расследовать дальше. Сигналы исходят от одной космической станции, однако пока не ясно, является ли она частью крупной космической цивилизации. Продолжить. Так,
построить. Тут у нас... Тут... Мать! Загадочная Ну, конечно же, мне нужно... мне нужна звездная армада. Как минимум с 10к мощности. Ага. Так, как обзовем нашу флотилию? Космический гигант. У нас произошел чужие дельта, да. Космический гигант. Все, наша флотилия так называется. Лидер доступен. Министр обороны, ты будешь управлять нашей флотилией. Не хрен чиновникам сидеть там где-то. Не попади где. Так, скорость строительства кораблей. Скорость строительства кораблей. Шпионские игры, давай. Нам нужно формировать неважно. Погиб ученый. Нам важно формировать агентурную сеть. Во, все, я правильно сказал. Во время исследования звезды Недум корабль Эд Калиб, империя Тимур, Тармис. Калиб обнаружил неизвестный ранее редкий ресурс, который был назван звездные нити. Их уникальность особенно в том, что я не туда просто смотрю, извините. Звездные нити, это вот это вот, что ли? Да, звездные нити. У нас пока нет технологии разработки этого ресурса, но нам стоит подумать о постройке базы в этой системе. В будущем мы сможем вести здесь добычу. Звездные нити — это звездный разлом, что ли? Да, звездный разлом. Ну, звездный рубец. Так, дальше изучаем звездочки. Так, колониальный корабль, где ты? Вот. Колонизировать планету. Пусть она обзывается в честь звезды Бетельгейзе. Особо думать не будем. Так, мы успешно справились Так, с понятием. Давно забытое поле боя, на котором древние государства когда-то сражалось за галактическое господство. До наших дней сохранились лишь корабли тех, кто сражался с их знаменами. Исследовать. Мы успешно справились с периодом языка. Теперь независимая космическая станция, которая владеет Ковенант Покрова, может наладить с нами контакт. Посмотрим, захотят ли они говорить. Так. Подождите. У нас еще тут контакт чужие дельта имеется. Все. Что было? Посетитель. Добро пожаловать. Мы Ковиан Покрова. В этой пустотной оболочке наш Ковен общается с силами, непостижимой для разума большинства смертных. Мы размышляем над давно забытыми тайнами, нераскрытым потенциалом и тайными механизмами, которые движут целыми цивилизацией. Покров способен многое открыть тем, кто готов выслушать. Сейчас я слушаю вас. Что привело вас к нам? Знаете ли вы ответ на этот вопрос?
Скильки? 950 влияния. Сколько у меня влияния? А, ну, нормально. Судьбоносный вопрос, не утративший актуальность, хотя до вас его задавали многие. Цена этого вопроса высока, но мы можем дать ответ. Знаете, Покров позволяет нам видеть события, которые еще не произошли, и это знание позволит вам не сбиться с пути истинного. Но ни одно событие не в силах привести к поистине грандиозным переменам. Если вы решите заключить эту сделку, знайте, ваши устремления должны ограничиваться лишь более тщательной подготовкой. Но какие же грандиозные планы можно построить, лишь украдкой заглянув в будущее? Покров дрожит, он говорит без голоса и всеми голосами разом. Бесчисленные нити времени, исходящие из этого момента, слились воедино. Здесь и сейчас. Путь в будущее становится все яснее, и ритуал предсказаний начинается. Ну, давайте. Что вы там предскажете? High Division. Так. Поддержка порядка. Начать раньше. Демонстрация силы, давайте. Так. Происходит колонизация. Наш колониальный корабль совершил посадку на поляне посреди джунглей, которым покрыта на вся планета Бетельгейзе. Место высадки со всех сторон окружено густой растительностью, и мы выслали дозорных дронов, чтобы они охраняли нас от хищников. Корабль был превращен в административный центр колонии. С него будет снят реактор, и это хватит, чтобы на первое время обеспечить поселенцев электричеством. Сотни палаток и сборных домиков выросли в одночасье вокруг корабля. Когда его наконец начали покидать колонисты, его первый город, который Кицуне строит в новом. Да, великий день для империи Тармис. Сенсоры отметили появление ранее неизвестной аномалии. С учетом резкого всплеска псионической энергии предшествовавшего события, аномалия почти наверняка связана с Покровом. Возможно, именно об этом изменении предупреждал нас Кавиан Покрова. Понятненько. Технология получена. Знак Локуса. Улучшенный отражатель, точка входа-выхода в гиперкоридор. Скорость изучения. Давайте это. Так, единство ежемесячно. О! Нифига, мы обнаружили примитивную инопланетную цивилизацию на планете Окром-3 в системе Акром. Она недавно вступила в паровой век и явно начала использовать паровые двигатели как самодвижущиеся устройств, так и на фабриках и заводах. Нам следует построить на планете наблюдательный форпост и изучить ее более пристально. Интересненько. Так, наши ученые отправили проанализировать обломки древних линкоров системой прибежища Жанрокса и вытащить из них как можно больше полезных сведений. Хотя возраст кораблей установить невозможно, равно как и определить их принадлежность, нам удалось получить кое-какую информацию о технологии строительства подобных кораблей. Получен вариант исследования эсминцы. Настройка гидросферы. Давайте будем расчищать вот это вот. Так. Что у нас там дальше? Так. Построить Звездная добывающие... система занесена на карту. Ага. У нас прожил первые чужие Омикрон. Интересно. Так, построить космическую базу Фортпост. Мы уловили сигнал неизвестной природы, в нем... Звездная система я тоже занесена читал. на карту.
Так, министр обороны, что у нас там? Так, шанс выхода из боя плюс 25. А скорость корабельных орудий плюс 5. Давай это. Строительство завершено. Так, нам нужно Найдена 10 корветов. Еще. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, 6 корветов, ладно. Так, также нам нужно строить научные станции, где только можно и где только нельзя. Также нужно строить добывающие станции, чтобы развивать технологии. Так, ага, скоро у вас работа должна будет появиться, и нужно будет что-то строить. Строительство. Чего у нас самого мало, точнее, у нас самого мало это сплавов. А это у нас кто? А это у нас, видимо, тут, да. Ладно, повременим с этим. Люций Авсоний. Так, объединение. Давайте. Покров умолкает. Уставшая река времени возвращается в привычное русло. Изменения, предсказанные во время ритуала, свершились. А теперь ступайте и удивитесь действием покрова. А что произошло? Ну и где вот событие какое-нибудь, нет? Видимо, нет. Так, построить научную станцию. Ага. Орден кураторов. Мы рады встрече, ладно. А это кто? Омикрон, которые, что ли? Так, принять, давайте. Ну, это явно уже космический цивилизации. А значит, здесь делать особо уже ничего. Поэтому нужно исследовать проект в системе. А мы будем строить добывающие станции тут, научные. А где досветовая цивилизация была обнаружена? Мне вот интересно. А, тут-то вот. О! Ну, здравствуйте. Завершено. Короче, мы будем вас смотреть. Каменные дворцы. Почему пирамиды? Задолбали своими пирамидами. Их люди построили. Хватит их уже пенетрировать. Звездная система занесена на карту. Строительство завершено. Так, построить станцию наблюдения. Будем наблюдать за отставшей от нас в развитии цивилизации, а потом совершим космическое изменение. Косморожденная форма жизни обнаружена. Такс, еще кто-то с нами связаться пытается. У меня всего лишь два посла. Какая связь? Вы о чем? Так, население растет, нужно создать рабочие места. А это знать. Находится на орбите планеты синими телами инопланетных форм жизни, не имея информации об этих инопланетах. Сейчас мы можем лишь гадать об их поведении.
Остановить первый контакт с существами чужие самих, чтобы... Нету у меня других послов. Нету. Построить. 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 И построить. Так. Что это за мир у нас? Звездная система занесена Образцы на карту. камня из пояса астероидов содержат большое количество живых тканей. Исследовать это подозрительно. Это живые астероиды, и они будут бесконечно размножаться, захватят всю галактику, и у нас будет кризис X-25. Может быть. Кстати говоря, что это за мир? Мир атоллов. Ага, все, понятно. Хотя нет. Наиболее изобилие неглубоких лагун, замысловатых коралловых рифов и пышных тропических островов отличает эту планету наряду с идеалистическими температурами. Этот мир способствует процветанию биосферы. То, что наши ученые поначалу приняли за астероид, оказалось застывшими разорванными телами инопланетных существ, примерно напоминающих созданий, блуждающих по системе. Но по сути весь пояс астероидов является огромным открытым кладбищем. Некоторые из тел довольно свежие, а другие на тысячи лет старше нашего государства. Вот так вот. Так, в системе Намрон отмечают значительное присутствие существ, обозначенных как чужие омикрон, а также найдена центральная космическая станция на орбите главной Земли, несмотря на неоднократное... звезды. Неоднократное сканирование. Короче, это цивилизация. Обнаружить место падения таинственного зонда оказалось труднее, чем мы ожидали. Вероятно, он не упал в привычном нам смысле. Но скорость объекта исключает также и нормальную посадку. Так что же случилось? Пора взглянуть поближе. Так, раскопки обнаружены где? Найдена аномалия. Исследования показали, что на одном из малых спутников этого газового гиганта есть полезные ископаемые. Необходимо детально изучить его и установить, возможно ли наладить их добычу. Конечно. Так, кораблик. А ну-ка построим мне 3 форпоста. Клисия. Необычный газовый гигант. Познания в астрофизике говорят нам, что у такой планеты должно быть кольцо, но его нет. Причина становится ясна после того, как наш научный корабль изучает одну необычную луну. Планета окружена спутниками-пастухами. И все они не только богаты минералами, но и еще накапливают их год от года. Мы могли бы взорвать спутники с помощью точных управляемых взрывов и извлечь минералы из обломков, а может оставить их в зоне кольца и собирать скапливающие на них обломки. Терпение и труд все перетрут. Сканер дальнего действия, Сирион Орд, который лучше всего описывает словами тепловые сгустки. Стоит обратить на них внимание. Так и сделаем. Так, кто-то нам научные станции обещал. Кто обитает на этой планете? Ну, вот такие вот чуваки. Так. А где раскопки-то, я так и не понял. Это... это... И... Строительство
завершено. Это замах на астероиды. Он там стоит. Я в первый раз вижу станцию учителей Покрова. Если это они, конечно. Да, это они. Не, я реально первый раз вижу, где они находятся. Обычно я их никогда и не находил. Они на астероиде живут, оказывается. И поддерживают с помощью экстрасенсорных способностей. Это псионики. Так, нам нужен наставник. Пришлите нам, пожалуйста. Познание Покрова — это путь на 10 тысяч жизней. Даже мудрейшие из наших наставников понимают лишь часть его тайн. Тем не менее, их мудрость бесценна. Мы можем отправить одного из них вам в помощь. Будь на то ваше желание. Конечно, мы хотим учиться. Мы станем псиониками. Захватим, подчиним себе галактику с помощью телепатии и телекинеза. Колонисты на планете Бетельгейзе сообщают о странных событиях. Если верить докладам, многие из них повадились танцевать на улицах поселений, порой в течение нескольких часов, иногда и дней. Они отказываются останавливаться лишь фиксировать их физически. Остается останавливать, короче, принудительным образом. Пока что это случается лишь с небольшой частью населения, но администрация еще не сумела установить причину подобного поведения. Отдельные вспышки неконтролируемого желания. Это, короче, танцевальная эпидемия. Это замыслы параллельной вселенной. Альтернативная вселенная 2025. Так, танцевать на планете... Короче, отдельные вспышки неконтролируемого желания танцевать на планете Бетельгейзе участились. И кицуны сотнями выходят на улицы, чтобы пуститься в пляс целыми группами в различных стилях. Еще более удивительно то, что даже колонисты, которые никогда не проявляли интереса к танцам, способны выполнять самые сложные танцевальные движения. А старики присоединяются к молодежи чуть не меньшим энтузиазмом. Многие из обитателей планеты в шутке поразвали это явление танцевальной чумой. Ну, я же сказал, танцевальная эпидемия. Однако властям не до смеха. Танцоры полностью пренебрегают своими физиологическими потребностями и рискуют погибнуть от истощения. Это ненормально. Мы должны выяснить, что случилось. Запретить. Журнал событий обновлен. Так. Танцевальные там движения, да? Прекращайте. Хотя некоторые волновало вторжение неизвестного инопланетного корабля в наше пространство, до сих пор не было ясно, какую угрозу представляет чужие омикрон. Похоже, они отправили скрытый отряд на перехват грузового корабля в системе Окром. Захватив судно, похитители сбежали из глубин космоса до того, как мы успели подготовить спасательную операцию. Теперь нам остается лишь гадать, какими пытками они подвергают пленников. Какие пленники, какие похищения. Вы чё, совсем там обалдели? Так, вы хотите сказать, что мы после открытия этих инопланетного государства сразу же объявим войну, да? Ага, конечно. Великолепно. Нам доложили об исчезновении ученых с наблюдательного форпоста на орбите планеты Окром 3. Она принимала участие в скрытой операции по сбору образцов растительности на поверхности планеты, но не вернулась на корабль с остальной ее группой. Мы ведем поиски аккуратно, чтобы местные примитивные обитатели не встревожились, но пока безуспешно. И на местном телеканале РЕН-ТВ выходят новости. Редкие кристаллы. Это очень редко... Да. Так, ведущий исследователь... Помер, что ли?
Такс. Ты изучаешь? Да, изучает, ладно. Окей. Изучить аномалию в системе. Звездная система занесена на карту. О, это люди, это вражда. Ну, конечно же, это будет нас кто? Блин, забыл название государства. Крайне интересное. Тынияки. Тельнияки. Космическая форма жизни, которую социологи именуют как тенияки, являющиеся кроткими существами, будущими способны проникать в какую-то часть подпространства с более низкой мерностью. Они сравнительно легко перемещаются из системы в систему. Тенияки питаются газами, распространенными в верхних слоях атмосферы многих газовых гигантов. Весьма маловероятно, если не сказать больше, что это их единственный источник пищи, но наблюдать поглощенные ими другими питательными веществами нам еще не доводилось. Тенияки почти никогда не атакуют, даже если их спровоцировать. Их можно спокойно игнорировать. Короче, это космические медузы. Перебить их. Иноземная держава приветствует нас. Так, избавьтесь от стражей кладбища, но не причиняйте им вреда. Журнал событий обновлен. Так, давайте мы не будем враждовать с развитым чужим государством. А, человеческая страж... Ну, ксенофобы, короче. Mi conderanable. Так, ведущий ученый Люций Авсоний обнаружил, что вокруг звезды Яковой С кружит керамический контейнер. Керамический контейнер. Очень странно. Очевидно, что его там быть не должно. Но каким-то образом он все-таки оказался на низкой орбите солнышка. Да ладно. Для исследования контейнера и попытки понять, как он там очутился, запущен особый проект. Журнал событий обновлен. Да, ставки никогда не были так высоки, как сейчас, когда мы шагнули в бескрайние неизвестные просторы галактики. На кону стоит... Такс. На кону стоит существование нашей расы. Чужакам нельзя верить. За их фальшивой улыбкой скрываются зловещие замыслы. На-на-най. Формировать этот, как его, агентурную сеть. Нашим ученым удалось найти причину необычной мании на планете Бетельгейз затанцевать. Ей оказался газ, выпускаемый местной растительностью. Растения заставляют людей танцевать. Нормально. При попадании в легкие он вызывает чувство восторга и неудержимое желание танцевать. Одновременно появляется чувство усталости. Этот феномен является по большей части безвредным, так как инстинкт самосохранения колонистов не позволяет им плясать до смерти. Ладно. Наши ученые удалось синтезировать формулу соединения, которое можно выпустить в атмосферу и нейтрализовать влияние танцевального газа. Местные предприниматели выдвинули встречное предложение. Они хотят сохранить это уникальное явление, изолировав газ в нескольких областях планеты и тем самым создав
фестивальные парки, в которых и старые, и молодые жители смогут наслаждаться бесконечным праздником на планете Бетельгейзе. Горнодобывающие районы. Нам нужны минералы. Такс. Добывающие станции. Технология получена. Добывающие станции. Так, а ты изучай, пожалуйста, местные системы. Эсминец. 129 месяцев. Ляпота. Строительство завершено. Так. Чужие Омега. Первый контакт. Установить контакт. Технология получена. Так, насколько у нас человеческое содружество? Ну, большое, видимо, большое. Так, темп исследований плюс 5, содержание исследований плюс 5. Ну, скорость исследования повысит, сократит время на исследование новых технологий. Звездная система занесена на карту. Звездная система занесена на карту. Построить научные станции. Построить добывающие станции. Так, тут у нас нужно единство. Традиции. Так, адаптация. Интересно, интересно. Так. Найдена Летучные аномалия. пылинки, окей. На этой не гостеприимном куске камня есть следы, оставленные древней цивилизацией предтеч. Исследовать. Так, давайте на паузу поставим. Одаренность. Council agenda available. Дипломатия. Council agenda available. И открытие. Council agenda available. Так, адаптация. Приспособиться, значит выжить. И превзойти конкурентов. Улучшенная переработка. Даже устаревшие материалы могут приносить пользу. Мы грамотно распорядимся ими в будущем. С помощью адаптации к различным экологическим слоям мы научим быстрее эволюционировать. Вступление в контакт с другими расами мы усвоили. Насколько в действительности важно преодолеть свои слабости в великой борьбе за выживание. Первоочередной задачей экологии является понимание последствий. Необрабатываемая земля бесполезна для нашего государства. Рабочих нужно эффективно перемещать на те планеты, где они нужнее всего. Так, одаренность. Сильные лидеры могут привести наше государство к истинному процветанию. Молодежь часто мечтает о почетном статусе государственного лидера. Благодаря безжалостным программам тренировку у наших лидеров будут все необходимые навыки для максимального развития. Ага. Так, зная страхи и слабости нашего лидера, мы можем разработать методики противодействия им.
Постоянное отслеживание показателей здоровья позволит нам разработать комплекс мер, упражнений, диеты, даже инвазивных хирургических процедур для максимального раскрытия потенциала наших лидеров. Мы верим нашим лидерам и наделяем их абсолютной властью, позволяя выбирать путь, который пойдет государство. Федерация. Мы должны строить прочные и длительные партнерские отношения с нашими соседями на основе доверия и взаимоуважения. Вместе мы станем гораздо сильнее, чем могли бы быть, существуя в одиночку. Координация союза. Возможно, самой важной целью любой успешной межзвездной федерации является взаимная защита ее членов. У нас есть обязательство вносить как можно больше весомый вклад. Дипломатические связи, влияние и эффективность дипломатических связей – предмет особой гордости каждого жителя империи Тармис. Мы полагаем, что путь к доверию лежит через открытость, честность и прямоту. Теперь, когда мы отправились к звездам, успешная дипломатия важна как никогда. Улучшив процессы обучения и сосредоточившись на воспитании талантов, мы превратим наш дипломатический корпус подлинных миссионеров добрососедских отношений. Так. Колониальные наместники. Наш контроль над колониями зависит от наличия способных и верных индивидуумов, которым можно доверять и которые будут следить за выполнением воли правительства. Все правительственные задания нашего государства должны олицетворять государство, которое внушает покорность, преданность и благоговейный страх населению. И все на этом как бы закончилось все. Так, владыки войны. Говорят, что война вредит бизнесу, но война есть наш бизнес. Наши наемники процветают в охваченными конфликтами галактики. И мы пожимаем плоды их труда. Демократия нужна везде. Такс. Технологический подъем. Теперь в нашем распоряжении есть технологии, которые всего за несколько поколений назад были бы неотличимы от магии. Началась новая эра технологического прогресса. Разум превыше материи. Псионика открывает нам путь к величию и процветанию. Технологии еще нужно изучить. Council agenda ready. Строительство. А что тут у нас завершено. находится? Ага. Строительство завершено. Ну и пусть дальше будет завершено строительство. Строить добывающие станции. Построить научные станции. Че, батарейка что ли все? Ебать. Так, стоять. Эй! Ты шо, родненький? Строительство завершено. Ну да, конечно. О, здрасте. Не надо отключаться, окей? И давно это происходит? Ну ладно. Строительство
Строительство завершено. Продолжайте работу. Продолжайте связываться с инопланетными чуваками, которые нас хотят прибить. Так. Построить космическую базу Фортпост. Построить космическую базу Фортпост. Тут нужно еще построить один фортпост. На этом, думаю, мы будем сегодня усё. Так, в гигантских городах и на изолированных добывающих станциях есть своя спецификация борьбы с преступностью. Чтобы ускорить работу правоохранительных органов, мы повысим эффективность судебного процесса, объединив роли судьи, присяжных и правоохранителей. Ну да, ну да. Так, а где еще один строительный? Строительство завершено. Ты изучаешь? Ты исследуешь аномалию вроде бы. Я не понял, где. Вот он. На планете Облион находился небольшой фортпост, откуда вольтаумцы вели торговлю с соединенными. На планете Абион 3 находится небольшой фортпост, откуда вольтаумцы вели торговлю с соседними цивилизациями. Похоже, в какой-то момент он был превращен в религиозный центр, в котором вольтаумцы пытались обращать в свою веру инопланетных торговцев. Вскоре после этого торговая сошла на нет, и фортпост был заброшен. Журнал событий обновлен. Строительство завершено. Ну все. Строительство завершено. Простите нас за то, что мы омрачили вселенную своим присутствием. Мы орден, но мы скромные торговцы. Враждебно настроенными, чтобы покорить всю галактику. Так. Чего? Мы получили странное донесение от наблюдателя со станции на орбите планеты Акром-3. Одно из местных королевств возглавил некий загадочный религиозный деятель. И теперь там используют технологии, многократно превосходящий уровень развития этой цивилизации. Ага. Не связано ли это с нашей пропавшей сотрудницей? Удивительно. Да. Так, у нас тут два мегаструктуры разрушенных. Или гигаструктуры, как они там называются. Так, разрушенная защитная шахта Кугельбца. Построенная для размещения управления искусственной сингулярностью. Это сооружение в прошлом понесло огромный ущерб. Союз Оркских республик. Наши воины приветствуют вас. Так, построен для размещения управляемой искусственной сингулярности. Это сооружение в прошлом понесло огромный ущерб и больше не функционирует. Ремонт, хотя и сложный, может оказаться возможным. Конечно, учредить посольство. Вы дружелюбно к нам настроены, поэтому разрушенная среда обитания Звездного кольца. Но это Звездное кольцо, только в уменьшенном масштабе.
Ну, мир, кольцо, только в уменьшенном масштабе. Так. Гидропонный комплекс Игдрасиль. Темные времена, да. Так, разрушенный гидропонный комплекс Игдрасиль. Раньше здесь располагались обширные лаборатории и метеорологические манипуляторы, которые поддерживали в верхних слоях атмосферы газового гиганта большое количество органического материала, способного накормить целые планеты. К сожалению, он пришел в ужаснейшее состояние, и слой органического материала давно исчез, уничтоженные безжалостными ветрами газового гиганта, как только погодные манипуляторы отключились. Короче, 3 мегасооружения в одной звездной системе. Их надо заполучить. Да. Так, самые лучшие и сообразительные соревнуются за шанс прошептать совет в слуховых приемниках наш... Может, послушать? Для улучшения управления государственной машиной. Окей, ладно. Так, изучить новую ксенолингвистика. Редкая технология. 43 месяца, потому что большая часть технологий уже была изучена. Мы сможем их понять, но они не виноваты, что у них голоса такие громкие. Может быть, они гиганты размером с трехэтажный дом. То есть орки намного больше человеков. Так. Построить космическую базу Форпост. Строить научную станцию. Следовать проект в системе. А тут-то нужно изучить системы. Эту. Ну и вот эти вот. Вплоть до раскопок. Так, вот здесь вот добывать ресурсики в от этой вот области закончим. То есть добывающие станции там научно добывающие. И закончим на этом на сегодня. После того, как мы решили, что примитивный народ должен сам разбираться со своей политикой, а мы вмешиваться не будем, война на планете Акром-3 завершилась сама по себе. Угнетатели беспощадно раздавили революционное движение. Восстановлен статус-кво, революция подавлена. А может быть установлен? Скорее всего, да. Получаем сообщение. А, знаменитый чиновник Юкт-Ок-Нактер. Делегат. Строительство Промышленник. завершено. Посол Спок. Основной Советник. проект завершен. Археологи обнаружили на планете Абион-3 небольшую цифровую листовку вультамского происхождения. Кажется, миссионеры на фортпосте раздавали такие листовки заезжавшим торговцам. Почти вся информация повреждена, однако удалось разобрать, что там упоминается. Великая ложь!
и оковы виртуальной реальности. Виртуальная реальность. А что-то где-то я такое слышу. Технология получена. Какой отказ от лидера, он советником будет. Заключить пакт о ненападении, конечно же. Строительство Так, завершено. что у нас? Еще одно повышение. Предприниматель 2. Так, посол. Что там наш посол делает? Посол идет у нас... Ну, давай, ты будешь тут. Какой сервер... Как мы можем его... Ладно, гарантировать. Так, улучшенные отражатели, давайте. Let's go. Во, уже поменьше месяцев стало исследоваться. Он, скорость исследования плюс 34, плюс 24, плюс 19. Так, постепенно повышая скорость исследования, мы будем исследовать быстро, наверное. Так, построить добывающие станции. Тут чисто добывающие станции. Ну и тут вот научную станцию по инженерии. Звездная система занесена на карту. Так, изучить аномалию в системе. Так, команда, которой поручено исследовать систему Коринф, сделала ошеломляющее открытие. Похоже, что указанная система является древней системой предшественницей, или точнее бывшей столицей давно умершей империи, которая превратилась в руины после своего тысячелетней заброшенности. Были обнаружены 3 разрушенные мегаструктуры в системе. Разрушенный гидропомпный комплекс Игдрасиль, разрушенный защитная шахта Кугельблица и разрушенная среда обитания Звездное кольцо. Судя по состоянию планет системы, похоже, что здесь произошло много чего. Это, несомненно, будет представлять большой интерес для наших археологов. Ну так, это я уже все читал. Council agenda available. Строительство завершено. Получаем сообщение. Получаем сообщение. Получаем сообщение. Строительство завершено. Найдена аномалия. Найдена аномалия. Поверхность Луны Коринт вся в Б усеяна впечатляющими сооружениями, которые так и просят, чтобы ими занялись археологи. Исследовать. Так. Так, наверное, надо завершаться уже.
Просто тут нужно, короче, завершиться мне будет. Короче, это был Stellaris. Вебка у меня отключена будет, будучи нужно. Короче, это был Stellaris. Прохождение, непрохождение. Тут всякое случилось. Вот много читали, много строили, много чего изучали. А с вами был Kitsune Play. И да. Всем спасибо. Все свободны. Ждите следующих видосов. Именно видосов. Стрима я не знаю, когда следующий будет. До свидания.